Привет, дорогие друзья! Привет всем, кто любит следить и вместе с нами с трепетом ждет обновлений различного рода документов игровых, связанных с системами, которые активно развивает, поддерживает, выпускает компания Workrevil. И сегодня я, Михаил, и рядом со мной не менее талантливый Иван. Мы коснемся вопроса обновления Арбата для Armored Clash, для Содружества, соответственно, Commonwealth. Новые юниты, новая коробка насыщенная различными вариантами, которая привнесла в, собственно говоря, в арсенал. Недостающий элемент. Да, ну, недостающий, кто-то скажет, недостающий элемент. Но я тут, конечно, немножко поною, потому что хотелось еще больше, еще ярче, еще повернее. Но все-таки 9 дополнительных юнитов — это много. Это дофига. Это больше, чем у других. Да. Теперь в данный момент Арбат русских — это самый насыщенный Арбат. Пока не выпустили очередную книжку, а мы ждем, я так понимаю, обновление для немцев, да? Слушай, ну, с точки зрения как бы очередности выхода спойлеров, как будто бы да. Во-первых, есть спруйка с именным персонажем, которая вот она выпускалась в виде приложения к журналу какому-то вот по варгеймам. В Британии такая разница, что там происходит. Вот, но разрабы прям там в Дискорде на жалобу типа я в Австралии вообще типа там. Говорит, спокойно, все будет. И спойлернули там какие-то вот юниты. Но видишь, с другой стороны, Султанату что-то спойлернули, Амерам что-то спойлернули, да, вот арты скидывают, поэтому неисповедимые пути. Кто же ожидал Commonwealth? Ну, вообще не ожидали. Просто как... Ну, то есть там много что выложили, да, вот этими картиночек, там что-то англичанам же тоже выкладывали большой танк, а в итоге получили русские. Просто немцам напрашивается, потому что уже есть физика в виде вот именного персонажа. И измененной стройки, потому что там же в чем прикол? Именной персонаж — это, пускай тяжелая, но пехота. А у них же стройки разделенные на пехотные и танковые. А тут прям вот целенаправленно, поскольку это Костелян, ему подавай перевозчик, поэтому вот в одна стройка, тут тебе небольшой отряд Костелянов. И перевозчик. И перевозчик, да, а это что-то новенькое. Да, это что-то новенькое. Соответственно, просто так это в отдельную маленькую коробочку класть не будут, потому что Warcraft вообще маленькие коробочки не любят. Не любят. Only big boxes. Так, поехали, значит. У нам добавили 9 юнитов. Это коснулось... Чего не хватало русским? Давай начнем издалека. Нам, на взгляд игрока, который играет за Содружеству не хватало, первое, возможности перевозить берсерков на маленькие форматы, потому что единственная возможность была перевозить берсерков, а это, напоминаю, юнит, который бежит и умирает, если он никого не атакует. Причем он не умирает не просто так, если рядом бежит союзный юнит, умирает и союзный юнит при этом. Как бы и берсерки, и союзные, все умирают. Все слабее и слабее становятся, да. На маленькие форматы не было возможности их перевозить, только, соответственно, большая дрель под названием Мамонт. Самый большой юнит, кстати, в игре. Наверное. Самый большой юнит в игре, да, но его возможность было подключить только на среднем формате. И то в среднем формате ты вынужден был тратить свой болстер на слот, да, на именно этот юнит для того, чтобы появился он в игре. Он, безусловно, хорош, но опция только одна. А берсерки, напоминаю, они входили в стартовую коробку. Ну, естественно. И вариантов, как ты берсерков, можешь вангард им выдать. Ты, наверное, имеешь в виду не совсем стартерную, а именно и интродактори сет. Интродактори сет, да. В стартере-то есть. Да. В интродакторе сет, как ты будешь передвигать берсерков, мало кого у них интересовало. Vanguard 5. Да, кстати, я могу сказать, интродактори сета коробка никак не поменялась. То есть берсерки в интродакторе сете, а теперь возможность их перевозить в другой коробке. Да. Вот, собственно говоря, об этой коробке мы сегодня и будем говорить. Это первый был вариант, которого не хватало. И объективно не хватало хороших танков, не хватало. Это не исправили. Хорошие танки. Именно танки отсутствуют вообще. По-прежнему. И третий вариант, это что не хватало антитанка. Поэтому я, допустим, брал какие-то габята, эти пушки, потому что это было хоть чем-то, можно было сдерживать атаки противника. Или хотя бы какую-то угрозу вносить. Отчасти на ряд этих вопросов, соответственно, новая коробка ответила. Каким образом? Она ответила введением транспортеров, она ответила расширением линейки полевых орудий, появилась пехота, в том числе, которая призвана с антитанком бороться. И не было возможности, то есть напоминаю, что у русских был, по-моему, объективно только один юнит, который так или иначе был, в кавычках, заточен
под авиацию. Во-первых, авиация русских может работать с авиацией противника. Вот это, пожалуй, огромный плюс. А все остальные вот эти вот моменты, был только вот этот вот броневик Родина, Да. который, прости господи, я вообще до сих пор не понимаю, как его использовать. Ну, вот стоять в блокауте да, в углу. в углу. А он при этом должен поддерживать пехоту, потому что там chain Да, activation. Да. Ладно, поехали. Разбираем, собственно говоря, ничего не поменялось с точки зрения различных батл-групп. Тут правил не добавилось. Единственное добавилось правило, это то, что увеличили объем пехоты и кавалерии. Теперь можно брать до 8 юнитов. Я не знаю, сумасшедшие люди, которые берут до 8 юнитов. Я думаю, это, знаешь, на full формат, и, типа за 3000 очков что-то безумие. А у тебя и раньше было 2 болста? Да. Ну тогда это как бы вообще. Да. И второе, теперь Field Gun, раньше был 0.1, теперь 0.2, потому что вариантов филдганов теперь не 2, а 4. Все, Не я 4, можно взять разные пушки. Иначе, ну, как бы, как известно, если они не решили вопрос антитанка, по-прежнему Габята, наверное, остается наиболее доступным. Ультимативным решением. Да, наиболее доступным, да, особенно маленькие форматы вариантом. Ну, тебе хочется еще одни пушки какие-то взять, какие-то флаг хоть пушки. что-то, да, как-то куда-то. Вот, и поэтому добавили такой вариант. Все остальные батл-группы не поменялись. В принципе, смотреть мы их будем, наверное, опосредованно после того, как будем обозначать юниты. Первый юнит, который добавили... и во всем Арбате добавили такой трейд, как Sub-Zero. Им наделили, во-первых, Мамонт, им наделили Берсерков, им наделили Буран криотруперов, то есть пехоту с морозными пушками, да, соответственно, криопушками. И им же наделили новый транспорт, который называется Омск. Что позволяет, соответственно, и Омск, и теперь Мамонт, они могут перевозить только юниты с трейтом Sub-Zero. Потому что всем остальным чертовски холодно внутри. Собственно говоря, это раньше какой это был трейд? Как они... Раньше называлось Inhuman. Inhuman. Ну, они инхьюманами остались, но, по-моему, они стали и инхьюманами, и Sub-Zero. Ну, возможно, для каких-то идей. Но потому что, я обозначу почему. Потому что, допустим, у Бурана только Sub-Zero. Их можно перевозить в обыкновенных транспортах. Да. А Берсерков ты можешь перевозить только специализированно, где написано, что Inhuman. Ну, в общем, это keyword. Да. Техникли для всяких вот транспортов. Да, начнем с этого. Начнем с Буранов. Значит, мужчины с крио-пушками. Ну, крио... Классные. Это крио, это же как бы фишка содружества, да? Сейсмик, крио и... Собаки. Собаки, берсерки. Ладно, что... Это ярость. Ярость. Что у этих ребят привлекает внимание? Occupy. Понятно. Пионеры тоже отчасти понятно. Потому что... Я объясню, почему им дали правило пионер. Потому что им дали и пионер, и Horde Frost Aura 4. Да. То есть вокруг себя они создают пузырь. Причем difficult terrain. Причем не только для наземных юнитов, но и для юнитов, которые не являются аэриалами. Ну, то есть обыкновенные юниты, которые, допустим, могут справляться с difficult terrain, это SOAR, это ховеры, вот эти вот паралетающие мотоциклы, они тоже страдают от Horde Frost Aura. Horde Frost Aura в свою очередь дает и Мамонт. Это огромная дрель, которая перевозит берсерков. Но у берсерков за счет правила Inhuman они нивелируют Horde Frost Aura. И им вообще наплевать на низкие температуры. Соответственно, криотруперам было бы не наплевать. Они же не Inhuman, они же просто человечки. Поэтому им дали пионеров, чтобы они в собственном пузыре Horde Frost Aura могли нормально передвигаться. Но учитывая, что у них скорость 4, да. это было бы ржака. Да, то есть, когда вокруг них настолько все замерзло, что им тоже холодно ходить. Нет, они пионеры, они плотно одели свои тужурки, свои заячьи тулупчики. Слушай, ну, по статам хорошая пехота, 2-1 стандартные параметры, 7-я дисциплина, брейк-лимит 1. Ну, когда, знаешь, тебе дали криопушку в руках, а это конец 19 века, я думаю, что у тебя дисциплина должна быть очень высоком уровне, потому что заставить себя стрелять из этой вот убер-вафли, это вундер-вафли, Да. убер-вундер. Это уже такая себе история. Да. Значит, что они умеют? Они умеют стрелять по... Давай так, сначала начнем с стрельбы по лайтам. Стреляют по лайтам пушкой 10-20, хорошие рейнджи, 4-8-12. Ну, средненько, но они с супрессив, с торрентом, что снимает, соответственно... Господи... Ну, короче, нельзя от нее, типа, спрятаться. Спрятаться, в кавере. И, соответственно, крио. Если вы атакуете
юнит, который еще не активировался, с большой долей, ну не с большой, если он провалит свой command check, а супрессивы он будет проходить его с -1, он теряет активацию. Да, это в 20 штука. Дюймах такая угроза, да классно на самом деле. Ну, типа, в ближку рассматривать тоже можно, 10 неплохая рейндж на самом деле для ближки. Ну, это классно. В 20 прям жесткая угроза. Но это же еще не все. Это еще не все, да, потому что внезапно у них есть, наверное, какой-то другой режим стрельбы этих кривиопушками. Значит, 4-8, очень близкая дистанция. Прям совсем. Привет, совсем, немцы. Да. Немцы такие. Но, во-первых, она в равной степени успешно атакует и light, и heavy цели. Как арк-пушки. Да, и она здесь имеет кубы 5, 10, 15. Но здесь move of fire. Соответственно, ты либо двигаешься, либо стреляешь. Все остальное также остается. В чем фишка, так сказать? Их можно таскать на кроте. Да, у нас есть специальный... Но тогда они стрелять не смогут. Там нету Assault Ramp, там, по-моему, есть. Нет, на кроте нету Assault Ramp. Но они могут ездить на Омске. Омск. Это новая история. Да, это новая история, и у него есть Assault Ramp. Ну вот, собственно говоря, когда мы дойдем на Омск, вы поймете, какая у нас комбо-вомба вырисовывается с этим. Ну да, там не так легко, как на дреле, но с другой стороны 465 очков не надо их платить. Да. Блин, здорово было, если бы на дреле таскать. Сейчас я посмотрю, я пронижу взглядом бесконечность и пытаюсь достучаться до дизайнера, который это Зная, делает. Как туда достучаться. Идешь в Дискорд, ты стонешь. Так, далее. Поехали дальше. Следующий у нас юнит. У нас юнит под названием Salute Heavy Troopers. Салют, нашли. Salute Heavy Troopers — это вроде как антитанк. Вроде как антитанк и вроде как немножечко анти-эриал. Ну да. Они hit and run, внезапно они могут постреляли ракетницами, убежали недалеко, на 3. Ну, за домик. За домик, да. Они выскочили, пум-пум-пум, и обратно, да, спрятались. Да. Дальше, в остальном, давай посмотрим на их характеристики. Ну, irregular. Они irregular, что позволяет, это очень классное правило. Вот именно в их случае. Это маленькие огневые команды, которые ты можешь выстроить так, как тебе заблагорассудится. Они выбежали именно за дома, а потом за дом спрятались. Им не надо вот этим вот квадратом туда-сюда ходить. Да. Это прикольная тема. Да. Мне нравится irregular в этом смысле. Плюс к этому ты можешь поставить своего офицера так, как тебе, наверное, удобно с точки зрения фейсинга и так далее, для того, чтобы стать тот же самый лукаут. Ну, пионеры, понятно. Далее, по пушкам. Ranged Heavy. Они бегают, кстати, чуть побыстрее, чем Буран. Бураны, видимо, слишком тяжелые у них эти полушубки. Их но они в снегу бегают. Ну да. Значит, по хэви они стреляют. Ну, соответственно, ракетницами 4, 8, 12. Ну, типа, так же, как обыкновенные парни стреляют по пехоте, так же вот эти теперь стреляют по хэви. Ну, типа, по дефолту всегда по хэви сложнее пострелять. Ну, вот, Коцу. В принципе, неплохо, на самом деле. То есть, и мы, учитывая, что мы, наверное, берем его как минимум среднего. Ну, среднего, формата, да. 8 кубиков. Ну, типа, 1-2 вунды в танках залетит. Спецправил никаких нету. Это, наверное, минус. Ну, за счет hit and run довольно мерзотно. Ну да, типа выбежали, постреляли, спрятались. Не лучший антитанк с точки зрения пехоты в этой игре, да. Но русским, знаете ли, не приходится здесь не до жиру. Да. Также они могут стрелять по лайтам и эриалам. Тут совсем немного кубов, типа 6 кубов. Ну, как бы... Гипотетически, по благодаря... принципу, когда больше не в кого. Да, когда irregular у тебя есть, то ты как бы можешь повернуться так, чтобы перехватить самолеты противника. Ну да. Как бы, наверное, как бы вот тебе вот удобнее. Но мы дойдем до юнита, который целенаправленно против Aerial. Ну, как опция. Опять же, это ребята, которые могут занимать точки, я напоминаю. Понимаешь, как бы да, я с тобой согласен. Вот они в локауте садятся, и там какой-нибудь самолет попытаются там испортить. Но, знаешь, это будет пенальти, стрельба. 6 кубиков на среднюю. То есть какой-нибудь американец, который в тебя такой 18 полял, и там, ну, как бы такое. Вот не хватает вот этих правил, как раз он локаут, который, наоборот, opportunity дает. На он локаут же. Ну, так что это, видимо, очевидная альтернатива предыдущим ребятам. И, да. Знаешь, ну, я бы подумал, но мне кажется, предыдущий поинтереснее. Конечно, когда у тебя криотруперы как-то выглядят поинтереснее с точки зрения применения. Во всяком случае, я могу больше найти примеров их применению. Даже после того, как мы выяснили, что на дреле их нельзя возить. Ну, да. Так, следующий у нас Флагганс. Да, молния, флагганс. Давай, молния. Или нет, давай сначала будет у нас Крио Рокет Бэттери. У нас еще выдали 2 юнита филдганов.
Соответственно, Creo Rocket Battery и Молния Flak Guns. Creo Rocket Battery. Что она имеет? То же самое. Static Emplacement. Это у всех русских, соответственно. Да и вообще у всех, мне кажется. Много у кого, да. Emplacement чуть-чуть повышает. Очень странное правило, потому что оно, как бы, с одной стороны, логичное. Типа, ты стоишь возле элемента террейна, если в контакте, то получаешь кавер, да. Но как бы это юнит, который ходит коробкой. И ты как бы вот... Тебе, знаешь, как-то странно это должно визуально... Ты не тратишь действия на ханкер. Для того, чтобы залезть куда-то. Ты подошел к забору, и ты уже как бы имплейсмент. Хотя, кому мы врем? Куда они там пойдут? Ты их вот как поставил, так они там будут стоять, а возможно погибнут. Тебе нужен забор. Кстати, забор. Это тот тип террейна, которого у нас не хватает. Забор. Мы распечатали. Мы Мне осталось только его покрасить. Есть заборчики, я специально их сделал под нужный размер. Да. Маленькие. Потому что мы играем так. Вот у нас вот такое здание, и мы вот коробкой, бочком как-то там уперлись и такие... Не, забор нужен. С полевого орудия сейчас попукаем. Все верно. Да. Ну, в общем, да. Статика, классика. Да, поехали по непосредственно вооружению. Понятно, Пушкин. 2-1 Пушкин. Ну, типа так. Рейнджет 4.28. 28. Это очень хороший рейндж. Это лучше, чем у немцев. 4, 7, 10. Не самые большие показатели стрельбы, но они крио, они индирект. А у русских не так много индиректа. Ну, это ракетницы такие. Да. У них сапрессив, сапрессив почти у всех у русских. И торрент. Ну, круто, на мой взгляд. Это... Даже если ты забрал хотя бы один... Слушай, это мер. Вот правило Крио, оно все, как бы все недостатки контрит. Потому что вот тут как бы оппонент неудачно как бы активируется и такой, да вашу мать, почему я второй ход ничего не делаю? Потому что у меня все под Крио такие все... Ну, то есть ты можешь достать кого угодно. Дальность есть, индирект есть. Одного юнита забери, и противник уже с -1 должен проходить, соответственно, дисциплину. Это отряд, который ваш оппонент будет убивать в первую очередь, я вам скажу. Потому что если предыдущие там рейнджи как-то ты это с индиректом. С индиректом, да, индирект очень сильно спасает. То есть ты можешь любого выцелить на карте. Противник активировался, допустим, активировал тот юнит, в который ты изначально планировал пострелять. Встань ты и пострелять так, как тебе хочется. При этом, заметьте, важный момент с Rocket Battery, у них нету Move of Fire. Да. Они могут походить и пострелять. Да. Это крутая тема, мне очень нравится. Отлично, да. Окей, альтернатива. Альтернатива Молния Flak Guns. Анти-эриал, антисамолеты, зенитки. Зенитки хорошие, без дураков. 4, 8, 12. Угу. Зенитка. А теперь смотрим на дальность. Дальность 30. В углу стоит зенитка. В лукауте так смотрит, на весь стол своим углом. Да. И самолет прилетает, ты стреляешь. Что тебе еще нужно, блин? Да, слушай, прикольная тема. Кубов не то чтобы много, и нет каких-то дополнительных спецправил. Опять же, возвращаясь к пенальти на локауте. Но в твоем случае как будто бы... Выбирать не приходится. Я понимаю, что у нас салют Heavy Troopers. Потом, я тебе боюсь сказать, по-моему, у меня может пострелять царевны, что ли, у них там зенитка наверху стоит. Да, вот такая малюсенькая. Знаешь, что ты не учел, говоря про эти два юнита? А именно дополнительный трейд Gun Carriage. Я сейчас про него буду, я про Герлах буду говорить. Дело в том, что немцев не любят не только в дистопии. Warhammer, конечно, тоже как-то не сильно котирует. У них в дистопии ситуация иная. У них воруют уникальные правила. А именно правило Тоу, которое позволяет собственно, юниты с кейвордом Gun Carriage как бы выставить в начале игры. То есть аналогичная история. У вас есть другой юнит, который тоже перевозят полевые орудия, а это нам дает в начале игры Vanguard. Да. Vanguard не просто Vanguard, а Vanguard 10. Да, фиксированный Vanguard 10, то есть вы в начале игры как бы смещаете. Это хорошее правило. Потому что ты еще и в локаут сразу получаешь. Во-первых, да, он локаут. Во-вторых, у всяких этих филдганов, как правило, рейнджи в районе 30-ки, а не 45, когда там весь стол. Поэтому выставиться мерзенько, да, возле как раз заборчика, и ты там кроешь, это прикольно. И в отличие от немцев, у которых тачанки больше ни на что не способны... Да ладно, у меня тоже ничего не способно.
Все равно, все равно. Лучше. А, кстати, Они вообще, герлахи ничего не знают. Я тебе расскажу про мы это. там еще стоимость. А ты там вид-то у них, мама не горюй. Давай по стоимости филганов. Да. Стоимость филганов внезапно самой дешевой в этом смысле, самой дорогой логично является Creo Rocket Battery. Да. Она самая дорогая. Похоже, кстати, ценообразование, как у немцев. Да. Самая дешевая это молния. Ну, потому что молния, она объективно очень специализированная. Но теперь нам позволили взять филдганы в количестве 2 штук, и что-то с большой вероятностью, я подозреваю, что я буду брать молнию и Creo. Ну да. У нас Триасти был? Триасти был. Да, это уже Это противопехотная Ну, маркетка. как бы я все больше схожусь на мнение, что дизайнер русских и немцев в обоих... один и тот же человек. Это один и тот же человек, потому что парень вообще не парится. Я такой, да, сделай то же самое. Что ты приехал по Лего вообще? Ну, она очень сильно напоминает. Подожди, увидим твое обновление, и бас там тебе добавят что-нибудь очень русское. Аждаев. Или какую-то дрель, которая будет вырываться там. Такая, типа, я походу ничего не делал. Так, теперь переходим к самой... До этого момента, до этого обновления, самой печальной категории российского Арбатора, Арбат-Содружества, вернее, давайте так честно будем. Это Armor Slot, да. Armor Slot. И здесь мы начнем вот с этого замечательного трактора под названием Gerlach Gun Tractor. Ну, давай. Во-первых, на таких тракторах в свое время пахали, соответственно... Отцы. И деды. От черноземья до подзолистых земель Дальнего Востока. Песня про комбайнеров. Это же буквально вот это... Не ходите, девки, замуж за Ивана Кузина или вот скажи 300. Это все вот про Gerlach Gun Tractors. Итак, что умеет Gerlach Gun Tractor? Во-первых, он стоит как... я не знаю, сколько стоит у тебя? 45, что ли? Или... Подожди, средний, да? Средний 45? Сейчас, давай я скажу. У меня дороже, я сходу вижу уже. Ну, у тебя 2.1, да? 2.1? Да, они точно такие же. А у тебя у пионеров нет у него? Ничего нет. Давай посмотрим. Мы сейчас сравним, потому что есть абсолютно идентичный юнит. У немцев же. У немцев, да. То есть это трактор для перевозки... Тоже трактор, соответственно. Сейчас я тебе его скажу. Вот, Штурваген транспорт. 25-45. Это транспорт у тебя? Да, это вот эти А он тебя перевозить может? Вот сам, он может еще и пехоту перевозить. Вот, а мой не может пехоту перевозить. Никто на тракторе не едет. Они бы и рады засунуть были под Серьезно? Вот такие же статы ты будешь в него пехоту пихать? Не, ну для того, чтобы у тебя он... Ну, доехать пехота могла бы куда-нибудь. Ну, короче, это на самом деле вот такое. Ну, ладно. Опять же, видишь, мы не немцы. Ой, мы немцы, но мы не американцы. У нас нету вот этого балкаут или как? Бейл-аут, которая вот типа уничтожился транспортник и пехота высыпалась. Тут как бы транспортник уничтожается, и все, что внутри, тоже уничтожается. И как бы, знаешь, отряд, который стоит дороже, чем транспортник, и живучее, чем транспортник, ты не хочешь сажать в такой транспортник. То есть какой-нибудь рядовую пехтуру, да, засунуть, и так вот он где-то с края там стоит, там за пригорком, за домиком, и ты это вот один раз выскочил, выкинул. И все, да? Да. И остальное время они перекрывают что-нибудь. Я скажу, да, что там все-таки бонус в том, что есть Assault Rampa. У тебя-то, ну, как, это бонус. Ну, потому что если бы Assault Rampa не было, это совсем забей. С Assault Rampa, да, ты вот где-то выскочил, у тебя выпрыгнули, ты тут же за правила... Я знаю, твои же эти летуны выпрыгивали на меня из этих транспортов. Да, ну, это вот как раз комбо-вомбо, когда ты с края стола до края стола можешь долететь, там хватает. Да. Но это вот когда ты четко знаешь, что ты на стадии расстановки будешь ходить первым. Потому что если будешь вторым, туда вот бабах, и у тебя эти летуны... Ну, это если есть чем бабах. Вот, допустим, у меня нет бабах ничем. Ну, как с бы... первого раунда. К сожалению, у других фракций найдется. Ну, найдется, да. Ну, против себя, ладно, буду так играть. Ладно, короче, вот такие трактора нам дали. Они могут таскать пушки. Собственно, все, на этом заканчивается. Они мега угарные. Они прикольные, Мне да. очень нравится. Ты прикинь, это трактор просто чувак. Просто трактор. Я такие тракторы в любом музее. Ну, вы придете. У нас до сих пор на Кубани такие, мне кажется, катаются. Прикольные, короче, просто трактора. Но они не пионеры, они... Ну, как в новом Арбате, в следующем, вот когда будет какое-то глобальное еще обновление, появится вот защитный визор спереди. И он такой пулемет. Да, и он тебе дает там какое-нибудь правило. Gerlach Gun Tractor для того, чтобы перетаскивать, собственно говоря, артиллерию. Будете ли вы брать артиллерию без гантрактора? Вряд ли. Ну, вряд ли. Ну, потому что это позволяет, да, вот условно вы расставились,
наступает период вангардов, и тут вы понимаете, что с большой долей вероятности противник сейчас придет к вашим полевой артиллерии. И тут вы говорите «Вангард», передвигаетесь на 10 дюймов. Я даже знаю, как вы будете комбить. Ну, дальше. Что вот этот, вот у немцев, да, он хотя бы переводчик, а этот-то что дальше будет делать? Ничего. А я тебе скажу, что он будет делать. У тебя же там две пушки как раз с интеллектом. Да. Они встают прямо перед ними, просто чтобы впитывать урон. Да. Вот просто тракторы такие, мы же высчитываем тракторы. Да. А все, и как бы больше никак не поиспользуешь. Ну вот они такие. Фонарморные. Импакт у него есть. Импакт. Если что, можно разогнаться на тракторе и 2 куба. Ну это на мелкую. Валить. Ты смотри, сколько у тебя тракторов на мелкую. 4 трактора. Это по-прежнему маленький тракторный отряд. Забавная тема. Реально один и тот же разработчик у нас. Ладно, давайте к более значимым пополнениям. Ну, как бы пушки без Герлаха брать я пока не вижу смысла. Что у тебя, Матрёна там дальше? Да, давайте перейдем к крутым большим транспортникам. Вот, собственно говоря, о чем мы говорили. О том, что нельзя берсерков было доставить в нужную точку. Да. А теперь эта возможность появилась. И мы сейчас переходим к Матрёне. Мы пока к Омску не переходим, мы переходим к Матрёне. Это тяжелый транспортник. Но здесь вкусно. Значит, смотрите. Смотрим. У нас Assault Трампа. Прекрасно. Да. Capacity 4 окей. Пионеры, Панроуз минус. Пандерас, ну, извините, у нас такие колеса, мы по-другому никак не умеем. Ну, да. Резалент напереди. И знаете, они становятся 4-4. Они становятся 16 хитов для уничтожения. Они жирнее моих танков. Но они ничего не... Как ты видишь, единственное хорошее — это импакт. Я про транспортников. У меня транспортники, они менее живучие, чем твои. Ну, они должны довести кого-то. Ну, а мои не должны, да, этих подожди. несчастных. Подожди, а у тебя они хотя бы могут стрелять после этого? Ну, могут. Ну, там, могут, а эти даже стрелять не могут. Ну, там то есть такая все. стрельба, ну, эти, да, ладно. Ну, в общем. Ну, зато, слушай, на самом деле импакт неплохой. Статы, ну да, они могут вломить импактом. Неплохо. Скорость 6, на дабл-муве, соответственно, мы делаем 12, на следующий ход мы выгружаем пехоту после первого мува. Правильно? Да, буквально так. Ты тратишь свой экшен на то, чтобы выгрузить, сразу же активируешь. Соответственно, на 18 ты уже высаживаешь пехоту, там еще какие-то дюймы, соответственно, для высадки. И вот эти ребята, они могут доставлять... Знаете, у меня вот есть несколько юнитов, которые... Дискуссионно. Это первый. Дискуссионно выставляют, это казаки. Потому что у них очень большие проблемы с рейнджами. У них очень много... Это вот как твои вот эти... Пулеметчики, да? Да, вот это какие-то командос. Они что-то должны делать в середине стола и заставлять постоянно противника думать и помнить о них. Но дойти до этой середины стола они могли только на кротах. Да. На кротах. Ты использовал целый слот кротов, они шли, на второй ход они вырывались, у них нет Assault Трампа. Поздравляю, ты чувствуешь вайбы немцев. Ты наконец начал их на языке болтать. И вот здесь появилась эта вот Матрёна, которая может доставить этих, собственно говоря, овчарок и казаков. Да. Ну, и Аждаев. Или нет? Нет, Аждаев нет. Аждаев следующий будет доставлять. Ну, это хороший транспортник. А по стоимости он... Что он там по стоимости? Матрёна. Матрёна по стоимости... Да нет, он очень дешево стоит, на самом деле. Так-то. Матрёна стоит 45, 85, 120. Слушайте, ну это прям... Это авточойс. Отлично. Это лучший транспорт сейчас в игре. По защитному... Ты думаешь? Самым крутым был вот этот немецкий Панцерваген. У меня статы 3-4. Да, он что-то там покуцает, постреляет. Ну, совсем смешно. Но там 3-4 статы. А тут 4-4. Ну, типа... И импакт хороший. Не знаю. Это, на мой взгляд, мне кажется, ворваться... Цена еще влияет. Ворваться, допустим, на центральную точку, где стоит противник, бахнуть его импактом. Нет брейк-лимита. Нет, импактом не бахнешь, потому что это экшн-поинт у тебя его соберет. Ну ты, смотри, вот к моменту, когда высадишь где-то на середине стола всю пехтуру внутри, с этого момента товарищи просто катаются. И в отличие от моих, которые, они будут раздавать дисциплину +1, то ты будешь своими вот прям набегать, вот импактить, и бум-бум. Другие танки... Разгоняться и бить, да? Ну да. Ну, в общем, появилась опция. Хорошая опция. Для пехоты именно, потому что пехоте явно этого не хватало. Следующий это СОК, конечно. Криотранспорт Омск. Да, значит, он стоит дороже, естественно. 60, 110, 160. Что он умеет?
Ассол Трампа, понятно. Бейлаут как раз таки. Отлично. У Матрёны тоже есть бейлаут. На секундочку. Учитывая, самое смешное, что это тот самый юнит, которым как раз-таки бейлаут не то чтобы сильно нужен, они такие прочные, что, да, пойди наверное. вскрой эту банку. Далее, Capacity 5. Не просто так, потому что берсерки ходят в отряде минимум по 5. Поэтому Horde Frost Aura, то же самое, раздает вокруг себя Difficulty Rain. Соответственно, даже если вы... Ну, нет, там вся пехота, которая... Короче, берсерки не раздают сами вокруг себя Horde Frost Aura, но благодаря этому они могут ее раздавать. Далее, пионеры, понятно, Пандорос тоже понятно, Resilient Front, те же самые характеристики, Restricted Access Sub-Zero. Вот здесь хитро. Вот Да. это, именно здесь не Inhuman, а Sub-Zero. Соответственно, здесь мы можем возить и парней с пушками. Ну, комбиция у тебя и ожидая как раз берсерков. ты из Ассол Трампу вываливаешься и чуваками стреляешь. бабах. Баба. Да. Это гораздо страшнее, поверь мне, чем мои эти костеляны, армигеры, потому что бабах больнее, довести проще. Как бы, они не сложнее, вы 2-1, например, пехота, а твои костельяне не 2-1. 2-2. Ну, Они с дюраблом. они стоят там, как чугунный мост, не забывай, они стоят там Ну да. очень дорого. И ты еще и пострелять можешь тоже. Здесь можно пострелять. тоже И Крио. да. Ну, ты подъехал, да, и стреляешь. Ну, это крутой. Вот я говорю, То есть Омск это самый сок. Высадил, и дальше ходишь и воруешь активации. Плевать, что ты сильно не побьешь, но ты будешь Ну воровать. да, если противник невысокой дисциплины, ну, Вань, против тебя это будет как раз, вот твоя фракция максимально защищена от Крио в этой Я игре. умудряюсь своими армигерами с 10-м потенциально разогнанным обкекиваться, и у меня там брейк-лимит 3, и у меня вот полотряда убежал, который стоит там 200 очков, блин. Не, ну это обидно, конечно, бывает. Это, Но вот. я думаю, что твоя фракция как раз она заточена по то, чтобы биться с русскими. Ты заметил? Может быть, поэтому с разработчиками... И наоборот. И наоборот. Да. Я вот с этим невозможно спорить. В общем, крутой транспорт, на самом деле. Очень хороший. И знаешь, у него внешка прям один в один то, чего я в Armored Clash вот прям ищу, это вайбы Red Alert 2. Да, Вот прям класс, мне нравится. Так, если бы еще не Пандорос Movement, вообще было бы идеально. Ну вот Но, да, это вот извините, единственное, что их как-то надо. как я тут с Владом играл, как я пытался своим танком там маневрировать. Задний ход врубал, чтобы хоть как-то повернуться к Ты, противнику. мне кажется, колею там наворотил. Смешно вообще. Это такие неповоротливые создания. Ладно, у нас... Паровоз, блин, американский по маневру. Если до этого момента, до появления этих юнитов, я еще думал о том, что, может быть, взять танки «Царь», то как бы армор. Я теперь знаю, есть дикообразы, есть условно вот эти транспортники. А что еще нужно? Какие кроты, какие там цари, блин. Ну, Фу. Царевны еще можно взять для того, чтобы на Мироне их притащить. Да. Все, остальное чушь какая-то. И то же самое с артиллерийским слотом у тебя появляется, Да, у потому меня что появляется артиллерийский внезапно Минск Rail Destroyer. Минск, Рейл, очень смешно. Там я приведу, конечно, когда-нибудь у нас обязательно в группе появится перевод бэка. Но смешно. При создании Минска, Минск вообще Rail Destroyer создали два братья по фамилии Рабинович. Один из них инженер-артиллерист, а второй инженер-морской артиллерист. И вот морской, когда они встретились, и тот, который артиллерист наземного транспорта, наземный, он сказал, что мне так нравятся ваши пушки рельсовые, давайте, говорит, как-нибудь придумаем, чтобы тебе поставить ко мне ее на мои танки. Итак, действительно появился у Commonwealth появился слот артиллерии, до этого не было. Слот у всех была тяжелая артиллерия, у нас были дикообразы, которые такая себе история. Интересные, да, в кавычках. Очень интересные. Теперь появился, собственно говоря, Минск? Да, появились орудия. Значит, во-первых, это гусеничные орудия, которые, как в бэке описано, они построены на шасси крота. Но при этом ни тот, ни другой не Пандорос. Слава богу. Удивительно, что произошло. Что, Смотри, вдруг неожиданно начали поворачивать. защитные статы 2-3, но есть ресайлент на фронт и флэнг. То есть считай в круг. Считай 3-3, Потому что да. если тебе в пупку кто-то заехал, значит неправильно играешь. 3-3 статы отличные. Спансоны еще, но это ладно. Оружие. Оружие, да. Вот теперь давайте об оружии. Значит, у него есть пулеметик, я так понимаю, какой-то там стоит. Ну, и это просто пулеметик 7.14 дистанции, 2.4.6, это вообще ничего. Не для этого, не про это песня. Я правда, не знаю вообще, зачем давать пулеметы. Ну, ладно, чтобы, наверное,
Ну, типа, хоть что-то, хоть что-то, кому-то, да. ну, чтобы не было такого анекдота, да, там, условно говоря. Ну, а второе, это, конечно, Ranged Heavy. И вот здесь это ради того, для чего создавался Minsk Rail Destroyer. Да. 45-я дальность, 45-я, напоминаю, что у нас стол 48 на 48. Значит, 4, 7, 10. Ну, казалось бы, не так много циферок, как хотелось бы, но он penetrating и precision. Precision мы уничтожаем офицера танкового. А пенетрейтинг мы гарантированно убираем. Да, мы гарантированно убираем один танк. Единственное, что как-то это нерфит, это move for fire. Move of Fire, соответственно, если ты поездил, ты уже не стреляешь. Ты не будешь им ездить в 45-й Но, рейндж. с другой стороны, да, ты не будешь им лезть. Здесь важный момент, связанный с позиционированием. Да, надо прям очень внимательно вставать. Потому что если противник не балбес, он, соответственно, будет всячески избегать возможности. Ну, Но всегда избегать не получится. Это правда. И- Можно прострелы найти такие, какие нужно. Можно, в конце концов, сконцентрировать огонь на бегемотах противника, Да. которых не получится скрыть. То же самое, вот, возвращаясь к игре с Ладом, вот у него там по прерии мчался его локомотив, но никуда он не спрячется. Ну, как и каланча немецкая, куда он Да. денется? С каким там 8-м? Ну да, и вообще вот эти монархи, вот эти вот здоровые лаошаны, ну их сложно будет куда-то Это спрятаться. жестко. Ну, пенетрейтинг, правда, на бегемоты работает. Он просто немножко отнимает одну вунду. дополнительную вунду сует. Просто перманентно еще одну вунду. Это того стоит, там, высокий стат защиты. Жесткие парни, просто страшные на самом деле, потому Ты что... думаешь? Я не увижу в них прям серьезного... Объясню, почему. Потому что вот где мы первый раз увидели пенетрейтинг? У Тотемкопф и у немецких самолетов. Ну, нет, совсем вначале мы увидели их у снайперов азиат. Виноват. Да, были снайперы азиаты, но там, по-моему, Да. это по лайтам пушкам они, или по хэви. Не, по хэвикам, они хорошие там. Давай так. Но это лайты по-прежнему. это такая Как шляпа. бы пенетрейтинг лучшее правило для стрельбы, Да. объективно. И ты там дальше пляшешь от количества кубов. И вот проблема в том, что вот немцы страдают тем, что у них в этих атаках кубов очень прям куца. И там все время вот у тебя такой, опять же, очередной казиныч, что типа вот ты накидал чуть-чуть, хотя бы вот попасть, да, условно говоря, и, ну, одну вунду в одну, Мгм. и ты вот добьешь. Можно умудриться даже этого не сделать. Угу. Ну, если ты там, у тебя фуловый отряд, и ты там вот, ну, даже самолетами, вот я говорю, 3 самолета, 5 кубов кидаете. 3 самолета, 5 кубов кидаете. И попробуй в какой-нибудь хэви слот, а у тебя пенетрейтинг. Ну да, тяжелые танки ты не пробьешь. И что, как бы, умудрить пробить, чтобы пенетрейтинг заработал. А у тебя здесь на среднем уже 7-10, ну, 7-10 кубов. Ну, допустим, мы рассуждаем, что мы артиллерии будем брать в среднем. Средний, да, но не 7 будем. кубов, ну, точно ты фунду даже по очень бронированному юниту ты занесешь. Да. А значит, вунду ты вкорячишь за пенетрейтинг. Да. Это как бы, ну, неплохо. Но все-таки это, опять же, цель, мне кажется, Минсков, это все-таки борьба с танковыми подразделениями, не с бегемотами. Танковыми подразделениями. Не, на самом деле, я так сейчас скажу, мне кажется, как раз-таки вот правило пенетрейтинг по бегемотам классно именно потому, что там же очень высокие статы брони. Ну, там, да, 4-й, 5-й, дрели 5-я. Потеря вунд влияет на эффективность бегемота. И условно плюс-минус гарантирует сразу 2 вунды туда. А я так скажу, обычно как раз у бегемотов у них оптимальные показатели на 0,2. Как только он теряет 3-ю вунду, то все. Ну, То есть фактически ты его сбиваешь, ну кем-то еще потом постреляешь, Ну, и типа все, вот. бегемот уже будет не настолько эффективен. Да. Поэтому на самом деле, Ну мне да. кажется, против бегемота... Это вот против как раз, может быть, поезда, у которого вот у него там другая Поезд логика. это вообще... Ну и этот поезд, блин, ты как бы бегемот и как бы такая мини-армия у Да, тебя. мини-армия, которая вот... Это не юнит, это просто мини-армия. Да. Есть что делать. Альтернатива. Альтернатива. Альтернатива очень хорошая. Вильнюс Сидж танк. Собственно, То же самое, осадный платформа. танк Вильна. Платформа та же самая. Поменяли вооружение. Поменяли вооружение, причем поменяли его характерно. Да. И вот здесь давайте мы остановимся. Итак, он умеет стрелять. Он умеет стрелять по лайтам, понятно, тем же самым пулеметом. Он умеет стрелять по лайтам очень хорошо, сейчас мы вернемся к этому. И он умеет стрелять по хэвикам 4, 6, 8. Не очень хорошо. И Slow to fire, тем более. То есть один раз выстрелил, потом мы перезаряжаемся. Обратная ситуация, как будто бы ты не хочешь этим стрелять по хэви. Да, потому что ты этим хочешь стрелять по лайтам, ведь против лайтов, внимание, кубы 8,
16-22. Это на данный момент это самая сильная. Я не знаю, сколько у монарха. Надо посмотреть, сколько у монарха. У монарха 17, что ли. Ну, там он в 45, и там несколько атак. Ну, да мне и в 36 хватит так-то, на самом деле. Да. Далее, поехали. Он, значит, что он? Сиджбрейкер. Сиджбрейкер для того, чтобы сломать знать. Slow to fire и suppressive. Ну, вы стреляете каждые 2 хода. Каждые 2 хода один выстрел делается. Но зачастую для отряда соперника пехоты 22 куба это похороните, что называется. Ну, прям в здании вот снести. И здание снести, и даже какой-нибудь усиленный отряд пехоты, который вы даже не видите, вернее, видите, но тем не менее вы в него стреляете, вы с большой долей вероятности похороните. Сдуйте нахрен. 22 куба. Ну, это очень много. Я так тебе скажу, вот на примере, не хочу влезть там в другие Арбаты, ну вот бегемоты немцев, цена несравнимая. А в 18 по лайтам я могу 18 же кубов на фул фарше закинуть. Либо, если я беру милишного, то в мили против техники за счет правил врекер 19 кубов. Но вероятность того, что вы как бы без ранений в ближку зайдете, около нулевая. Поэтому вот эти эфемерные 19 кубов, они именно что эфемерные. А здесь каждые 2 хода 22. Это очень страшно. А мои армигеры смотрят на это и говорят, что что-то разработчик, видимо, больше содружество любит, чем немцев. Так, я дошел до монарха. Монарх, может быть, даже... Нет, монарх не больше. Ну, монарх, понятно, стреляет больше, потому что у него all-out атака-то 3. Да. Но объективно... Там 2 атаки будет по лайтам у него? Да, нет. Вообще одна атака по лайтам. По хэвикам 2 атаки. Да, но суть в том... Вы здесь по хэвикам не стреляете, но на данный момент пушка Vilnius Siege танка самая сильная пушка в игре. 22 куба. Ну, чисто количество кубов. Ну да, у монарха есть там навесная, то есть понятно, что он индирект, там он стоит, может, блин, за 500 очков. Вот сколько Вильнюс стоит на полном фарше? 310. Ну, а дорогой. там монарх 500 с гаком. Ну, да. Ну, типа забей, короче, это несравнимая фигня. 310. Вы можете построить, это будет у вас 6 танков. Значит, 6 танков. Что это подразумевает? Что 6 танков будут с большой долей вероятности, от них попробуй скройся. Да. Понятно, что он не бьет по навесной траектории, он бьет прямой наводкой. Смотри, ты говоришь, каждые 2 раунда мы по 5 раундов, да, бьем? Вообще игра 5 раундов. 5 раундов. Значит, первый раунд. Третий и 5. В общем, 3 пехотных отряда у противника если вас перестанут существовать. Не, если вас их не сдуют. Но это же надо... Скорее всего, противник будет целеустремленно уничтожать Вильно. Давай, 3-3, 6 рыл. Вперед! Да, сложно. Не, ну круто, как бы танки, ставите танки для того, чтобы они смотрели на точки противника, чтобы они видели точки. Противник так или иначе на точку встанет. Ты знаешь, единственное, что... Он сам будет идти к тебе. Единственное, что потенциально вот может спасти вот вас, это у него дисциплина 6. Брейк-лимита нету, но дисциплина 6, вот попытка заставить их убежать. Поэтому прям совсем у края ты не будешь их стоять. Да, но, с другой стороны, и 36 дюймов ты выйдешь из диплоя. Ну вот типа как будто пугать. Разворачиваться, заставлять тебя тратить мувы на движение. Вот, наверное, единственное, что можно контрить, но это вот, внимание, а теперь интересный момент. Vilnius Siege танк 310, дикообраз Artillery Borers 340. Зачем дикообраз? Да, вот и теперь ты начинаешь думать, дикообраз как бы он, понятно, у него есть свои фишки, он там, он тоже по лайтам, он по хэвикам чуть получше стреляет. Он занимает артиллерию. Нет, он стреляет с армора. Ну, у тебя в арморе есть чем заполнить теперь. Там тоже есть что. Да, заполни вот этим вот, заполни новыми транспортерами. Короче, это авточойс, мне кажется, арта. Я тоже так думаю, что Vilnius Siege танк, вот он лучше, чем Минск, просто потому что ты... Как сказать? С большой долей вероятности, когда у противника есть танки, все-таки это игра про пехоту и кавалерию. Про скоринг. Это игра про очки. Поэтому вынести пехоту гораздо выгоднее, чем вынести танки противника. Да, они приедут, да, они посмотрят, да, они убьют тебя. Это страшно. Но можно как бы махнуть на трубу. Я в дистопии не всегда столько кидаю.
Да, я тоже подумал, у меня крейсера-то так не так хорошо стреляют, как эти танки. Но есть диалектический, конечно, минус. Для того, чтобы у вас полный отряд Вильнюсов собрать, вам нужно купить 3 коробки. Ах, вот оно что. Да, что вы хотели, извините. Да. Мерзотненькие парни, мерзотненькие. Да, такой вот большой коробки, как раньше было, такой нету. Ну, забавно. Посмотрим, что выдадут другим. Будет интересно, особенно немцам, зная британцев. Ну, ты будешь, естественно... Ну, в общем. Подожди, я хочу посмотреть, сколько... Я хотел вернуть... Я почему-то не сделал коробку, во-первых. Мы должны же назвать, как коробка называлась все-таки. Называется коробка, собственно, Commonwealth Heavy Regiment. Heavy Regiment. Да, я же тебе говорю, для того, чтобы собрать максимум, я тебе больше скажу, для того, чтобы... Вот как интересно, я соберу герлахов, если в коробке их 2. А тебе сколько, 6, наверное, было? Тоже. Герлахов 2. Тут очень странно. Мне кажется, здесь может быть даже и ошибка, но у тебя минимальный герлахов 4. Мне кажется, ошибка. Мне кажется, тоже ошибка, что здесь должно быть герлахов меньше. Ну, Киеву 12 танков, 12 тракторов. Куда они поедут? 6 коробок. Не, ну чисто ГБ. Нет, я понимаю, что у тебя типа 4. Это для того, чтобы таскать 4 орудия. Да. У тебя сколько твоих перевозчиков по минимуму? 2? Тоже 4. Тоже 4. Тоже Я же тебе говорю, а тут в коробке, извините, 2 герлаха. У немцев, у них вот эти тачанки, они везде есть просто. Ты вот кого точно до хрена, до жопы, это их. Мы о чем остановились? Мы остановились на том, что из одной коробки ты получаешь 2 герлахов. Да. Коробочки. Ну, явно здесь ошибка, мне кажется. А мне кажется, что нет. Нет? Вот это удивительный факт. Мне кажется, была ошибка в упаковке и в создании литника. Ну, тогда сейчас должны быть шейдштормы в Дискорд. Я сейчас посмотрел, там сейчас основной шейдшторм. Сейчас тебе объясню, с чем связан. Сейчас. Capacity 4. Матрёна Heavy Transport. Capacity 4. Ага. А это в одном Матрёна Heavy Transport? Да. А их же 2. То есть Это что это он у нас? Он у нас типа один может возить типа отряд из 8 тушек. Из 8 тушек. А теперь внимание. Омск Криотранспорт. Capacity 5 Да. в одном. Да. Это, соответственно, он Reinforced отряд берсеркеров может возить, будучи минимальным форматом. Ведь Ну, так? Как бы Матрёну не берем, Омск берем, получается. Так? Ну, нет, Омск не может возить простых пехотинцев, понятно, но я имею в виду... Да, я понимаю. Ну, странно. Это странная история. Да. У тебя как транспорты? Все кратно. Все кратно. Всё кратно. Никаких нареканий, там все кратно, все именно как бы все четное число, потому что балки считаются за двух. Все кратно. Там человеку пытаются объяснить, что на самом деле, типа там матрёны, это каждый возит по 2. Я думаю, что за чушь? А как они возят 5, интересно? Их же 2 тоже, омсков. Да. Они одного разрывают пополам, потом сшивают. Ну, что за бред? Ну, странно, в общем, да. Странная история. Ну, ладно. В общем, друзья мои, проблема с коробкой, проблема связана с герлахом, ган-тракторами. Как только я его получу в руки, посмотрю. Ну, во-первых, может быть, будет какая-то коробка с перепаковкой. Так тебе что, 2 коробки надо покупать? 2 коробки, чтобы таскать один минимальный отряд пушек. Один минимальный. Ты понимаешь? Не, это я понял. А для того, чтобы возить условно улучшенный отряд пушек, это мне нужно купить 4 коробки. Да я этими матрёнами себе буду так вот Ты все равно купишь 2 коробки, да, потому что танки и арта. Да, понятно. Поэтому 2 коробки. Ну, 28 фунтов. Ну, дороговато, на самом деле. Как-то прям они... Ну, как бы дороговато. Хоть хотелось большой, да? Хочется какую-то большую коробку, слушай, где будут и герлахи, и какие-нибудь еще там танки. Я хочу посмотреть на самих литниках, как это все выглядит, условно. Кто с чем там комбится. Да. Ну, скорее всего, мерзкая там комбиция, потому что, зная дистопу, и вот немцев там вот так же. Ну, короче, герлах это для меня прям вызов. А где я трактор-то буду брать? Литье. Ну, возможно, да, возможно, что там смогу. Первое литье Warcraft. Смогу что-то сделать. Правим косяки разрабов. Ну, как бы, я готов платить за танки, но я не готов платить за тракторы. Правда. Причем в таком количестве, если уж выпустили, их 4 надо. Это называется «поднимает целину». Тракторная промышленность Содружества еще пока далека от своего совершенства. Помнишь, да, этот известный мем, что типа тракторный завод начал выпускать детские коляски. В принципе, ничего, хорошая проходимость, он тяжело через башню ребенка сажает. Да. Это первый, там, знаешь, автобус, и сделаешь, по сути, тоже переделанный трактор, там еще Вот.
А этот, знаешь, есть такое как понятие в экономике, я думаю, все его знают, малтузианская ловушка, когда ты вот в Индии у тебя 20 человек копают мотыгами, и ты бы и рад тракторам дать, чтобы им было полегче. Но это дешевле. Но тогда половина из них умрет от голода, потому что они хоть какие-то деньги получают, потому что копают мотыгами. Да. И они так и будут копать, и дети сейчас будут копать. описал принцип работы бизнеса, в который я работаю. Если что, он также работает. Вот, я и говорю, то есть Содружество и рада построить больше тракторов. Но извините, люди погибнут. Ладно, в любом случае это довольно интересное прикольно. обновление, не без приколов. Поздравляю Содружество, как бы, в принципе, тут прям вообще грязюки. Грязюки. Ну, не так, что грязюки, но интересно будет поиграть. Ну, такие опции, прям очень много опций новых. Ну, слушай, грязная опция, знаешь. Я называю грязью то, что, знаешь, вот ты против этого играешь и такой, ёб твою налево, это надо в первую очередь убить. Я вот это считаю, вот эту грязная опция. Ну, это да. 22 куба на пушке. Слушай, а ты знаешь, у тебя другая проблема теперь. Тебе мало того, что вот этих несколько коробок, теперь несколько коробок с кубов надо. Сколько там в коробке? 8 кубов? Сколько тебе надо покупать? Да. Нет, даже если усиленные, это же 16. Это как я монарх стреляю, только усиленные. Ну да, то есть 2 упаковки кубов тебе надо брать. 16 кубов. 16 кубов можно много набросать. Ух, там Да. можно 20-22. А если Кириленко еще кинет? Ну, вот, Влад просто, у него ангельские ручки, я буду называть его. Да. Что не кинет, все крит. Такой, типа, неплохо Дошу загнал, я смотрю. Эксплодинг хиты у Влада, это... Владуш, держись. Ладно. Оставайся таким же. Все. Да, всем спасибо за внимание. Будем разбираться. До новых Пока. встреч.